Здравствуйте, меня зовут Анастасия Платонова, я журналист и культурный критик. И во второй части нашего курса мы поговорим о том, как заинтересовать СМИ и донести до них свою идею. Что важно знать о СМИ? Для успешных media relations важно понимать, зачем вообще работают медиа. Ключевая функция журналистики, помимо информирования и образовательной практики, это определенная общественная критика, то есть реакция на общественную повестку дня. Кроме понимания функций СМИ, важно ориентироваться в основных актуальных трендах в медиа. Вот некоторые из них. Традиционная журналистская модель со стандартным рубрикатором сегодня переживает трансформацию. На это влияет как интернет и социальные медиа, так и общие изменения. Одним словом, медиа меняются. Сторителлинг. Людям всегда интересны истории, и журналистика через истории способна поднимать самые сложные темы и, придавая им человеческое лицо, добиваться внимания аудитории к ним. Tone of voice. Журналистика движется от глубокой нишевости к смешанным жанрам и лайфстайл-формату. Она все больше говорит о предмете через широкую социальную повестку дня. Стремительное развитие направления advertorial, нативная реклама, контентные проекты, спецпроекты брендов со СМИ. Эти и другие форматы приобретают все большую популярность в последние несколько лет. Продолжение процесса диджитализации. Онлайн принес много изменений в журналистику. Это и изменение структуры потребления контента, его паттернов и подачи. Что нужно медиа? Во-первых, эксклюзив. Если тема важна, то ее будут освещать разные медиа. И, конечно, каждый попытается сделать это первым, лучше других, а в идеале вообще единственным. Эксперты. Доступ к профессионалам, которые глубоко разбираются в теме, всегда обесценен. Как выбрать медиа? Начните с определения вашей целевой аудитории. Кто эти люди? Какие СМИ они читают, смотрят, отслеживают? Если ваш ресурс временной или финансовый ограничен, эффективнее будет сфокусироваться на ограниченном пуле СМИ, чем пытаться объять необъятное. Например, вы ведете небольшой социальный проект, и ваш бюджет на коммуникации ограничен. Как бы вам ни хотелось получить сюжеты на национальных телеканалах, возможно, эффективнее будет сконцентрироваться на нескольких онлайн-СМИ или локальной радиостанции. Одним словом, идите туда, где ваша аудитория. Обязательно составьте медиакарту, чтобы видеть, какие издания будут в зоне вашего интереса. Разделите их на группы и виды. Так вам будет проще работать. Как работать с разными видами СМИ? Первое. Прежде всего, учитывайте специфику. Если это онлайн-СМИ, важна оперативность. Если деловое издание, могут понадобиться актуальные данные по рынку и так далее. Второе. Установите персональный контакт. Никогда не рассылайте мертвых рассылок. Направляйте ваши усилия правильно и персонально. Определившись со списком целевых медиа, дополните его списком журналистов и редакторов, которые отвечают в издании за вашу тему. Попытайтесь установить с ними персональный контакт. Это может быть знакомство на рабочем мероприятии или приглашение на чашку кофе. Главное – познакомиться. Третье. Выявляйте потребности. Не спешите сходу предлагать какую-то тему или материал в СМИ. Сначала узнайте, с какими темами издание работает. Подумайте, чем вы можете быть полезны. Это может быть предоставление статистики, актуальных данных или доступ к экспертам. Четвертое. Важно понимать стандарты работы СМИ. Это касается и того, в каком виде и в какие сроки журналисту нужна от вас информация, и других особенностей. Например, в международных СМИ, таких как BBC, существуют достаточно жесткие специфические стандарты работы СМИ. Будьте также готовы к отказу от упоминания вашего бренда в СМИ, если это противоречит его правилам. Уточните у журналиста, какая информация и в каком виде ему от вас нужна. Задание. Прежде чем предложить СМИ тему для материала, проверьте себя, задав себе несколько вопросов. Почему это важно? Почему об этом нужно написать или снять именно сейчас? Почему аудитория именно этого издания должна об этом читать или смотреть?